Да, вот так иногда бывает. Планируешь одно, а получается совсем другое. Хотя главное, что результат в итоге превзошел все ожидания. Всем большой привет и перехожу к подробностям. В общем, дело было так. В морозный солнечный воскресный день мы решили проехаться до известного чешского города Младо-Болеслав. Много раз там уже была, и мне там как-то нравится. Путь наш лежал мимо знаменитого замка на горе с ласкающим ухо названием Бездис. Решили остановиться у подножия и полюбоваться видом. Теперь уже не помню, в чью конкретно светлую голову пришла эта увлекательная идея – подняться туда, на гору. Да это уже и не важно. Возможно, ноги сами понесли полюбоваться этой волшебной красотой, которая открывается за заснеженной вершиной. Правда, бодренько ноги несли нас где-то первую треть пути. А дальше правильнее будет сказать, что скорее мы тащили их вслед за собой. Не отступая, замечу, от цели покорить 606-метровую высоту. Ну вон туда нам предстоит подняться. Пешочком, разумеется. И хотя в голове не переставая крутится мысль «умный в гору не пойдет», гоню от себя эту мысль усилием воли. Что могу сказать, что физическую форму надо поддерживать. Потому что тут не знаю сколько в гору. А 2 километра. И все в горку, и в горку. О, отсюда. Ну что, на половине дорожки мы сделали такой небольшой привал, остановочку, чтобы перевести дух, потому что идти нужно постоянно в гору, в гору, в гору. Конечно, без такой тренировки регулярной начинает дыхание уже сбиваться. Надо заниматься физкультурой. Идем вперед. Итак, град Бездис. Средневековый замок в 20 километрах от города Чешская Липа. С интересной историей, легендами, своими собственными привидениями, а также королями-разбойниками, осадами, казнями и внушительным количеством пролитой крови у его стен и башен. Название замка интересное. Оно тесно связано с распространенными в те времена легендами о большом количестве нечистой силы, обитавшей в этих краях. И складывается из 2 слов – «бес», значение слова, я думаю, понятно, и «дес», что переводится с чешского как «страх» или «ужас». Строительство замка Бездис начали в 1264 году по приказу чешского короля Железного и Золотого Пшемысла Отокара II. Правда, сам король окончания стройки так и не дождался. Погиб в битве на Моравском поле в 1278 году. И представьте себе, когда замок достроили, его сделали королевской тюрьмой и заточили туда вдову и сына Пшемысла, будущего короля Вацлава II. Через год, правда, они сбежали оттуда с помощью местных жителей. Потом Вацлав заплатил за замок выкуп и правил в нем до конца своих дней. Представляете теперь, в какое интересное историческое место мы идем? Император Римской империи и чешский король Карл IV тоже обожал Бездис и часто останавливался там во время охоты. Кстати, знаменитый правитель повелел выкопать недалеко от крепости огромное озеро, названное впоследствии Маховым озером. Я там несколько раз была. Это реально огромный водоем, противоположных берегов почти не видно. Не поленитесь, посмотрите в интернете. И тогда точно просто изумитесь, как можно было вручную выкопать это почти что море. Ну, вернемся к Бездису. Возводили крепость по всем военным канонам, и в то время она была абсолютно неприступной. Ее мог успешно защитить всего лишь один гарнизон. Хотя в чем, а в неприступности этой крепости я лично теперь совершенно не сомневаюсь. В разные времена крепость переходила из рук в руки. В
В 1621 году после битвы на Белой горе она была захвачена и сожжена, а в 1624 году перешла в руки знаменитого чешского полководца Альбрехта Вальдштейна. Он крепость восстановил, укрепил, да так, что оборонная система выдержала бы теперь даже огонь артиллерии. И решил там создать монастырь августинцев. Правда, открытие монастыря так и не состоялось, так как Вальдштейна убили, а Бездис в 1642 году захватили шведы. И лишь в 1662 году монастырь все-таки был создан на территории Бездиза. Правда, это уже был монастырь бенедиктинцев. Из пражской резиденции доставили освященную копию Черной Мадонны, иконы из испанского монастыря Монтсеррат в Каталонии. И в замок потянулись паломники. Это продолжалось до 1778 года, пока Бездис не захватили и не разграбили прусские войска. В 1785 году по указу императора Римской империи Иосифа II монастырь был окончательно упразднен. После упразднения монастыря замок Бездис под влиянием времени стал постепенно превращаться в руины. И долгое время в этом чешском средневековом замке жили лишь отшельники и разбойники. Вот и сейчас мы карабкаемся, по-видимому, этими старыми разбойничьими тропами. Я иду мужественно. Держусь, стараюсь правильно дышать, чтобы не свалиться на полпути. И эту вершину мы все-таки должны покорить. Tady máš ty záběry, co jsi chtěla. Akční. No to takhle. Вперед. Хотите немного страшилок на дорожку? Вообще с замком Бездис связано множество легенд и поверий. И вот одна из них. Говорят, в давние времена дьявол встретил на дороге одинокого всадника. Поспорив, они заключили пари, что дьявол быстрее построит стену, начинающуюся от горы Ещет в Либерте до Бездиза, чем всадник проскачет это расстояние на своей лошади. Стена была уже почти готова, как вдруг пропел петух. Начинался рассвет. Озлобленный предводитель нечистой силы раскидал оставшиеся камни на две каменных горки – Великий и Малый Бездис. Так и стоят с тех пор эти две горные вершины рядом друг с другом. А вот эта башня называется Чертова. Вы представляете, в бывшем монастыре башня с таким названием. А мы говорим умом Россию не понять. Вот тут попробуйте разберитесь. Так вот, это меньшая из двух башен замка. Ее высота 30 метров. И с ней тоже связана своя легенда. Якобы в ней когда-то поселились черти. Правда, с годами они стали ленивыми и большую часть времени спят. Но если проснуться, то вспоминают о своей работе – заманивать заблудшие души. И тогда они начинают бросать из окон башни монетки, которые с радостью подбирают туристы. А вот этого делать как раз не следует, ибо эти монетки приведут вас прямо в лапы чертей. Нужно отнести монетки в кассу замка Бездис, и тогда ваши души будут спасены.
Понятно, что эту последнюю часть легенды сочинили веселые чешские экскурсоводы. Но, тем не менее, если на вас вдруг посыплются из окон замка деньги, 7 раз подумайте, прежде чем их поднимать. И, наверное, для того, чтобы все-таки оградить путников от соблазнов, около замка проходит так называемый крестный путь, на котором можно увидеть множество небольших часовен. И вот мы практически у цели. Остались последние метры. Но и отсюда уже открываются восхитительные виды. Tak chceš něco říct? Že jenom, že teď mluvit budeš ty. Zkus to říct, já tě natočím. Дорогие друзья, это Бездес. Град. Небольшой, Но очень красивый. очень красивый, очень высоко. Самая высокая точка здесь, на Бездезе, это большая башня в замке. Высота ее 40 метров. Кстати, до 1990 года на Бездес и тем более на башню никого не пускали, потому что отсюда просматривался танковый полигон советской воинской части, расквартированный рядом с замком с 1968 года. Теперь в Большую башню допускают туристов. Правда, не в этот карантинный период, разумеется. Сейчас вход в сам замок закрыт, поэтому нам остается только полюбоваться видом снаружи. Ну что, мы практически наверху. Вот он какой, Бездес. Стоит отметить, что замок сохранился почти в первозданном виде. Бездес никогда не подвергался масштабным переделкам и реконструкциям. Сейчас он частично разрушен, и жилые помещения в нем практически не сохранились. Из сохранившегося мощные стены и остатки двух зданий, которые ранее использовались под казармы. Лестницы и перила соорудили уже в наше время, специально для экскурсий.
Вообще, конечно, многие известные личности называли Бездес королем замков. А его красота и величие вдохновляли поэта Карла Маху и композитора Детриха Сметану. Вот теперь и мы, вдохновленные и счастливые от того, что поднялись наверх и спустились вниз, отделавшись, как говорится, всего лишь легким испугом, отправляемся дальше. На охоту со следующими репортажами. Так что ожидайте. Мы это сделали. Там мы побывали наверху. Чего это стоило? Это отдельный разговор. А главное, что мы это преодолели.